Этот салат со свеклой – настоящий кладезь витаминов, который прекрасно дополнит любое блюдо на вашем столе. Когда впервые услышала про такое сочетание, честно говоря, немного сомневалась. Свекла и киви звучит необычно, правда? Но попробовав однажды, поняла, что это просто находка. Особенно сейчас, когда хочется чего-то легкого, полезного, но при этом вкусного. Начну с подготовки свеклы. Тщательно мою ее под проточной водой. Очищаю от кожуры и нарезаю поперек кружочками, примерно 1,5–2 см в диаметре. Свекла будет проходить тепловую обработку, и нам нужно сохранить форму и текстуру. К тому же, при такой нарезке максимально сохраняются все полезные вещества. Складываю свеклу в емкость для запекания. У меня керамическая форма, но подойдет любая жаропрочная посуда. Выкладываю чуть внахлёст. Теперь готовлю заправку для запекания. Беру растительное масло без запаха. Подойдет подсолнечное, рафинированное или оливковое. Добавлю соль, не переборщите. Свекла сама по себе имеет сладковатый вкус, и слишком много соли может его перебить. И прованские травы, они придают аромат. Кстати, если у вас нет прованских трав, можете использовать сушеный тимьян или розмарин. А еще отличный вариант – смесь итальянских трав. Теперь очередь чеснока. Беру несколько зубчиков, обычно достаточно 3–5, в зависимости от размера и вашей любви к чесночному аромату. И вот тут маленький секрет. Не режу чеснок, а просто раздавливаю его плоской стороной ножа. Просто придавливаю, чтобы раскрыть аромат. Такой способ дает совершенно другой эффект. Выкладываю раздавленный чеснок прямо на свеклу. Сверху поливаю оставшимся маслом со специями. Свекла у меня лежит немного внахлёст, так она лучше пропечется и пропитается ароматами. Дальше просто поливаю соус сверху. Накрываю форму фольгой. Это важный момент. Фольга создает эффект паровой бани. Свекла получается вкусной, но не теряет форму. К тому же все соки и ароматы остаются внутри. Убираю в заранее разогретую духовку. Температура у меня 180 градусов. Время запекания примерно 45–55 минут. Время может варьироваться в зависимости от размера кусочков и особенностей вашей духовки. Если не уверены в готовности, просто проткните свеклу вилкой или деревянной шпажкой. Она должна легко протыкаться, но при этом держать форму. Время прошло. Достаю свеклу из духовки. Мягкая, ароматная, но не разваристая. При таком способе обработки витамины максимально сохраняются, а вкус и цвет получается насыщенным. Даю свекле немного остыть. С горячей работать неудобно, да и для салата нужна комнатная температура или чуть-чуть теплая свекла. Пока свекла остывает, займусь киви. Выбираю спелые, но не переспелые плоды. Они должны быть мягкими на ощупь, но держать форму при нарезке. Если киви слишком твердое, оно будет кислым, а переспелое превратится в кашу. Очищаю киви от кожуры. Кстати, знаете ли вы, что кожуру киви можно есть? Она очень полезная, но многим не нравится ее текстура. Нарезаю киви не очень крупно. У меня плоды небольшие, поэтому просто делю каждый на 6 частей. Теперь возвращаюсь к запеченному чесноку. Достаю его из формы. Резкий запах полностью ушел. Остался только приятный, деликатный аромат. В конце видео напишу, чем еще можно дополнить такой салат. А вы в комментариях обязательно напишите, как вам салат и что бы вы добавили или убрали в рецепте. Мне очень интересно ваше мнение. Чеснок можно нарезать, но этот шаг не обязательный. Перекладываю его в отдельную тарелку и разминаю. Подливаю немного растительного масла. Это по желанию, мне нравится, когда заправки побольше. Хорошо перемешиваю. Сюда же можно добавить масло, которое осталось от запеченной свеклы. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под видео. Там все подробно расписано, чтобы вам было удобно готовить. Обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять. Нарезаю свеклу достаточно крупно, мне так больше нравится. Чувствуется каждый кусочек. Пересыпаю нарезанную свеклу в тарелку для смешивания, а тарелку для подачи решила украсить листьями пекинской капусты. Они создают красивую зеленую подложку и добавляют свежести. Кстати, вместо пекинской капусты можете использовать листья салата, рукколу или даже молодой шпинат. К свекле добавляю нарезанное киви и заправку с чесноком.
Аккуратно перемешиваю все ингредиенты. Выкладываю готовый салат на подготовленную тарелку с листьями капусты. Украшаю салат нарезанными грецкими орехами. Орехи добавляют не только красоты, но и приятную текстуру и хруст. Заранее можете их немного подсушить на сковороде без масла. Так они станут более ароматными. Спасибо вам за теплые слова в комментариях. И ставьте лайк после просмотра видео, и тогда больше людей увидят этот рецепт и смогут порадовать себя и близких. Делитесь в комментариях, понравился ли вам салат, что добавили бы или изменили. Приятного аппетита!